Привет из Арабских Эмиратов! Я прилетела в Шарджу и сейчас живу в отеле Holiday International. Это недорогой 4-звездочный отель в центральной части Шарджи. Он может похвастаться большим числом позитивных отзывов. Давайте посмотрим, комфортно ли здесь отдыхать. Четырехзвездочный отель Holiday International находится в Шардже, в 18 километрах от аэропорта Шарджи и в 14 километрах от аэропорта Дубая. Он открылся в 1979 году, а последняя реновация была в 2021 году. Это заметно, тут все выглядит новым и современным. В отеле есть несколько русскоговорящих сотрудников. В Holiday International Шарджа можно забронировать проживание с любым типом питания, в том числе и все включено. Кстати, я проверила туры во все отели Шарджи и Дубая, и оказалось, что именно тут самый дешевый all-inclusive. Но большая часть туристов бронирует проживание по системе полупансион, поэтому я сделала то же самое. Отель состоит из одного корпуса. В нем 253 номера. Давайте посмотрим, какой достался мне. У меня номер категории стандарт Lagoon View. Эта категория выше, чем обычный стандарт с видом на город, и поэтому она стоит чуть дороже. Но я покажу, какой отсюда вид, и вы поймете, что стоит доплатить. 5 ночей в этом отеле по системе полупансион на двоих обошлись в 35 тысяч рублей. Называю цену в рублях, потому что бронировала через российский сервис. В описании под видео оставила для вас ссылочку, можете проверить цены на отдых в этом отеле на ваши даты. А сейчас давайте посмотрим, стоит ли этот номер таких денег. На входе стоит шкаф, видно, что он такой новенький. Тут есть полочки, бесплатный сейф, весы, тапочки. И читала в отзывах, что халаты тут выдают по запросу. В номере их нет. Это отделение с вешалками, вешалок тут не очень много. И тут есть гладильная доска и утюг. Это плюс. Этот номер просторный и он очень современно выглядит, но мне кажется, он немного темноват. Тут есть кондиционер, зеркало в полный рост, это уголок мини-бара. Тут стоит чайник, 2 бутылочки воды и набор для приготовления чая и кофе. Все это пополняют ежедневно. Еще тут небольшой холодильник, он пустой. Также тут есть QR-код с меню, по которому можно заказать еду и напитки в номер. Тут вот такая зона отдыха, кресло, столик. Я читала, что в отеле недавно была реновация, и заметно, что ремонт тут был действительно недавно. Тут такая свежая красочка, видно, что мебель не старая, но мне кажется, что его сделали как-то очень неаккуратно. Вот посмотрите, даже какие-то потеки краски прямо на двери. На полу я тоже такие вещи вижу. Такое чувство, что 3-летний ребенок тут забежал, порезвился немножко и все испортил. В целом все выглядит очень аккуратно. Вот вам, наверное, издалека кажется, что номер такой симпатичный, современный, очень красивый, но какие-то дефектики я все равно вижу. Почему-то как-то вот неаккуратно сделали. Но в целом мне все равно нравится. Здесь большая кровать, по краям от нее стоят тумбочки, есть светильники, много подушек. Белье тут белое, не старое. Напротив кровати висит большой телевизор. Под ним вот такой столик, стул, тут можно организовать рабочее местечко. Здесь есть еще одно зеркало, светильник. И давайте сходим на балкон. Посмотрим, что там и какой отсюда вид. Тут есть москитная сетка, это хорошо. На балконе есть зона отдыха, тут 2 стула и столик. Я бы добавила еще сушилочку для белья. И посмотрите, какой отсюда вид на территорию отеля и лагуну. Ванная комната тут небольшая, и заметно, что тут тоже был ремонт. Тут вот хорошая плиточка, все такое светленькое, чистенькое, новая сантехника, но тоже заметны какие-то недостатки. Тоже я вижу подтеки краски, небольшую ржавчину, в общем, какие-то неаккуратности. В ванной комнате есть фен, набор гигиенических принадлежностей, шампунь, гель для душа, лосьон для тела и кондиционер для волос. А тут небольшая душевая кабина и набор полотенец. Они чистенькие, белые, не старые. О, сушилка! Вот где спрятали сушилку для одежды.
В номере и на всей территории отеля работает бесплатный Wi-Fi. В целом, мне этот номер нравится. Мне кажется, что здесь будет комфортно отдыхать. Тут есть какие-то косметические недостатки, которые вряд ли как-то отразятся на отдыхе. А вы что скажете? Понравился вам этот номер или нет? Мне кажется, для 4 неплохо. В отзывах я прочитала, что в номера ставят косметику известного бренда L'Occitane. В моем номере ее не оказалось. К уборке вопросов нет, воду пополняют своевременно. Еще отмечу, что в номерах и общественных зонах всегда приятно пахнет. Что есть на территории отеля Holiday International? Самое главное – это бассейн, который подогревают в холодное время года и охлаждают летом. В нем есть детская зона. Лежаков вокруг бассейна достаточно, а вот зонтов маловато. Некоторые туристы из-за них спорили, никак не могли поделить. А вот навес над бассейном – это плюс. Пляжные полотенца гости могут менять без доплат. Рядом с бассейном работает бар. Тут можно купить еду и напитки. Цены почти такие же, как в большинстве ресторанов Шарджи. Если вы отдыхаете по системе «все включено», то чай, черный кофе, воду, лимонады и пакетированные соки можно заказать без доплат. В отеле есть небольшая игровая площадка для детей. В настольный теннис можно поиграть бесплатно. Также тут есть теннисные корты, волейбольная площадка и футбольное поле. Прокат спортивного инвентаря платный. В отеле Holiday International Шарджа работает бесплатный банный комплекс. Мужчины и женщины должны посещать его раздельно. Тренажерный зал в отеле хорошо оборудован. Он бесплатный. Holiday International Шарджа может похвастаться удачным расположением, особенно для тех, кто любит гулять. Рядом вы найдете красивую пальмовую рощу. Это популярное место для пикников и фотосессий. Напротив отеля есть несколько ресторанчиков с хорошими отзывами. В описании под видео я напишу вам их названия. Тут же вы найдете небольшие магазинчики, в которых можно купить воду и что-нибудь к чаю. Стоит немного пройти, и вы увидите популярные гипермаркеты с большим выбором продуктов. А в магазине Day to Day можно закупиться дешевыми сувенирами, финиками в шоколаде и другими товарами. Рядом с отелем есть крытый рынок Blue Souk. Русские туристы называют его паровозиками, так как со стороны он действительно напоминает вагонные составы. Тут можно выгодно поменять деньги, купить одежду, сувениры и золото. Чуть дальше находится фруктовый рынок. Здесь продают фрукты и финики самых разных сортов. Объединенные Арабские Эмираты – это безопасное государство. В Шардже можно без опасений гулять до глубокой ночи. Тут действует сухой закон, поэтому вы никогда не встретите пьяных компаний. Рядом с отелем Holiday International расположена чудесная набережная Аль-Маджаз, по которой приятно гулять в любое время. Именно тут находится знаменитая мечеть Аль-Нур, одна из редких в ОАЭ, которую могут посещать туристы.
На набережной можно покататься на эко-лодке. Мы отдали 50 дирхамов на двоих за 15 минут и управляли ей сами. Также туристам предлагают водные прогулки на традиционных деревянных лодках. Если вы приехали на отдых в Шарджу, ни в коем случае не пропустите вечернее шоу танцующих фонтанов. Тут можно полюбоваться не только струями воды, но и удивительными 3D-изображениями. На мой взгляд, шоу в Шардже даже интереснее и грандиознее, чем знаменитое шоу фонтанов в Дубае. Шумоизоляция в этом отеле оказалась не лучшей. Я отлично слышу своих соседей. Главная проблема заключается вот в этой двери у меня за спиной. Она ведет в соседний номер. И если ваших соседей заселят ночью, и они решат проверить, что это за дверь, куда это она ведет, то вы, конечно, это услышите. Они будут как будто бы к вам ломиться. Но у Шарджи есть большой плюс. В этом Эмирате сухой закон, а это значит, что тут отдыхает соответствующая публика. Те люди, которые не любят ночных гулянок. Поэтому вы можете быть спокойны, что ночью никто здесь не устроит вечеринку, пьянку, все здесь будет спокойно. Я не знаю, есть ли в этом отеле несмежные номера. Сейчас он заполнен на 100%, и, к сожалению, посмотреть другие варианты мне не удалось. Если есть такая возможность, выбирайте номера без вот такой двери. Тогда вам будет гораздо спокойнее. Чем кормят в отеле Holiday International? Завтраки, обеды и ужины проходят в основном в ресторане. Тут шведский стол. По утрам готовят несколько сытных горячих блюд. Так как многие туристы бронируют проживание с завтраками, а трансфер на пляж отъезжает в 9 утра, то ближе к 8 тут становится многолюдно. Есть проблемы со свободными столами. В остальное время в ресторане комфортно. Повар готовит омлеты на заказ, а в открытом буфете можно взять другие сытные блюда арабской и европейской кухни. По утрам всегда есть традиционные восточные закуски, свежие овощи, соленья, сыр и колбаса. Выбор не слишком большой, но заметно, что на продуктах отель не экономит. В пиковый час на завтраке быстро разбирают еду. Официанты реагируют оперативно. Новые порции выносят почти сразу после того, как что-то заканчивается. Грязную посуду тоже убирают быстро. Фруктов в конце сентября всегда было 2 вида. Обычно это дыни и арбузы. Из напитков по утрам есть черный кофе, чай, молоко и соки. Доплачивать за них не нужно. На мой взгляд, питание в этом отеле вкусное. Теперь посмотрим ужин. Я не стала отдельно снимать обед, потому что по числу блюд он совсем не отличается от ужина. Меняется только способ приготовления горячей еды и салатов. Отмечу, что основные блюда не повторяются изо дня в день. То есть ингредиенты могут быть такими же, но приготовлены они обычно иначе. За это ставлю отелю плюс. Также постоянно меняется суп. Овощи всегда одни и те же. Салаты показались мне интересными. Их порой готовили с авокадо, киноа, креветками, фруктами. Очень современно. Также добавлю, что на шведском столе всегда была рыба и морепродукты. Фруктов вечером 2 вида. Чаще всего яблоки и бананы. На обедах и ужинах всегда есть десерты. Если вы отдыхаете по системе «все включено», то за обедом и ужином можете пить черный кофе, чай, соки и лимонады. Алкоголь в отеле не подают. Если у вас полу- или полный пансион, то бесплатно вам доступен лишь сок и вода. В
целом я довольна шведским столом. Также добавлю, что днем и вечером в ресторане всегда много свободных мест, людей почти нет. Holiday International находится примерно в 15 минутах езды от общественного пляжа Шарджи Аль-Хан. Отель предоставляет гостям бесплатный трансфер один раз в день. В 9 утра туристов везут на море, в 14 часов забирают обратно. Поездка к пляжу оказалась не самой комфортной. Нас везли на 2 стареньких автобусах. Некоторые туристы ругались друг с другом из-за мест, нервничали, суетились. Не такой атмосферы ждешь на отдыхе. Но как только все сели в автобус, в салоне стало спокойнее. Сама поездка оказалась неутомительной. Если вы готовы смириться с автобусными прогулками, то вполне можете рассматривать отель Holiday International и для морского отдыха в Арабских Эмиратах. Пляж Аль-Хан – это городской, общественный, платный пляж, но для гостей отелей он бесплатный. Сюда привозят трансфер рано утром и забирают вас днем. Это очень хороший песчаный пляж, он чистый, оборудованный. Здесь можно взять на прокат лежаки и зонтики. Лежак стоит 10 дирхамов, зонтик 30. Также тут есть кафешка, кабинки для переодевания, души. Все очень удобно, чтобы провести тут целый день. Море в этом месте очень чистое, и заход здесь пологий, удобный, комфортный, песочек на дне очень мягкий. В общем, этот пляж подходит для купания даже с маленькими детьми. Мне здесь очень нравится. Есть где и погулять, можно просто отдохнуть, полежать, можно в волейбол поиграть, я вижу, тут волейбольные сетки есть. В общем, очень здорово, очень комфортно. Добавлю, что на пляже Аль-Хан, вопреки устаревшим статьям в интернете, нет дресс-кода. Все иностранцы отдыхают в привычных купальниках, запрещен лишь загар топлес. Времена изменились, в Шардже сейчас очень лояльны к туристам. На пляже совсем негде спрятаться от солнца, поэтому арендовать зонтик все же стоит. Я провела на пляже около часа. Не дожидаясь трансфера, поехала в отель на городском такси. Они всегда дежурят у входа. Доехала за 16 дирхамов. Мне кажется, что отель Holiday International оправдывает свою цену. Здесь вкусное питание, продуманная территория, современные номера и хороший сервис. Если вы едете в Арабские Эмираты ради пляжного отдыха, то я бы посоветовала остановиться вам в другом отеле, лучше на первой линии. У меня на канале есть обзор подходящего вам резорта. А если вы едете в Эмираты ради экскурсий, шопинга и прогулок, то этот отель можно рассмотреть для такого отдыха. Мне кажется, здесь будет очень комфортно. Как и всегда, в описании под видео я оставила для вас ссылочку, по которой вы можете проверить цены на туры в этот отель из вашего города. Ставьте лайк этому видео и подписывайтесь на мой канал. Впереди еще много интересных выпусков.